Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, что же подскажут для вашего знака зодиака колода карт Таро. Будем реалистами. Всегда говорю об этом. И вы, мои дорогие девы, вы великие реалисты. Карты не расскажут о личной истории каждого из вас. Они дают подсказки. А наша задача на эту метафору карт переложить нашу ситуацию. И я бы еще хотела пригласить вас на свой сайт, где у меня опубликован гороскоп на май. Май – знаковый месяц для всех знаков зодиака, потому что важные конфигурации планет. Я оставлю ссылку в инфобоксе, перейдите, почитайте и для солнечного знака зодиака, и по асценденту, кто знает, и по луне, и какое-то среднее арифметическое, как подсказка, я думаю, у вас сложится пазл какой-то. Мы идем вперед. И первая карта в нашем традиционном прогнозе еженедельном. Что важно знать? Или сфера жизни, чем придется заниматься? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Что вам может помешать? А что же вас будет радовать, мои дорогие девы? Что будет помогать? Что скрыто? Смотрим энергетику по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. Личная жизнь, как видят карты. Что же важно знать? Знаете, могут быть персоны такие, это у нас рыцарь мечей, которые вас злят, вот правда. Или иногда по этой карте проверяющие проходят. Или люди, которые, как-то нам не очень приятные. Вот может быть такое. Или придется заниматься теми вопросами, которые нам, уже оскомину добили. Может быть, по этой карте, знаете, когда приходит какое-то известие, и для вас важно не поддаться эмоционально на какое-то приглашение, предложение или услышанное, а проанализировать, что же есть в реальности, найти какую-то дополнительную информацию, по сути, докопаться до истины. Вот это значение проигрывается со знаком плюс. И даже если вы сталкиваетесь с людьми, у которых сложный характер, я всегда говорю, рыцарь мечей, пусть не в этой колоде есть такое значение, бунтарь без причины. Вот правда, те люди, которые без приглашения в нашу жизнь врываются и начинают нам что-то, как давать советы, или пытаются нас как-то реорганизовать в более для них удобную плоскость, или доказывают, что какой-то проект наиболее правильный, а на самом деле истина, она где-то рядом, но совсем не там, где предполагает человек. Поэтому вот такие энергии, быть реалистом для вас определенно стоит. И не поддаться где-то на уговоры и не осуществить чей-то проект, я бы сказала так. А если мы говорим про проверяющих, то карта не говорит, что нам как-то это мешает. Просто быть более выдержанному, более спокойному. И у вас это как раз получится. В неожиданностях, ух ты, по карте Солнца, вы знаете, у вас очень сильная позиция. Может быть и правда, приходит какая-то новость, которая может быть со знаком минус для кого-то, мои дорогие девы. И вас человек может пытаться как-то организовывать на помощь самому себе. Правда, почему нет? Как раз по бунтарю без причины. Это он с чем-то не согласен. Или это для него какая-то патовая ситуация. А он может представлять, что это для вас это чем-то плохо. Или для вас, допустим, потом это как-то сыграет. А для вас ничего это не сыграет. Тут для вас как раз больше в какой-то плюс. И может быть даже такая ситуация, когда для кого-то в минус, а для вас это как раз новый бонус. Вот какая-то такая интересная конфигурация может быть на этой неделе. Но по карте Солнца в неожиданностях, поскольку у нас рядом все-таки лежит карта рыцарь мечей, о чем нам говорят. Вы не должны быть открытой книгой для окружающих, не должны считывать ваши эмоции. Держите марку, мои дорогие девы, своим солнцем, положением в обществе, своей репутацией точно рисковать нельзя. У вас, наоборот, какой-то благоприятный период получается. Чему сейчас не время? Да, в общем-то, нет ничего, чему бы сейчас не было времени. Другой вопрос,
Не ставьте себя под удар. Все то, что я уже говорила, не рискуйте собой. Ведь карта короля Пентаклей как раз говорит, это ваша энергетика. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки. По королю Пентаклей его уже жизнь научила. Где-то он там шишек набил, он надеется всегда сам на себя. Поэтому все то, чего вы достигли, не время этим рисковать. Даже если перед вами какой-то появился, правда, внезапно человек и рисует какой-то мрак. Или приходят какие-то внезапные новости, не со знаком плюс, а вам кажется, что это что-то деструктивное, а у вас все равно сильная позиция. Сохранять себя, свои планы, и у вас все только с бонусами сложится. Что же вам помогает? Счастье у вас на пороге, мои дорогие. У кого-то личное счастье, любовь, исполнение желаний, все же туз кубков. И, опять же, материальные вопросы, потому что рыбы золотые. Рыба – это у нас из символов, один из символов именно денег, получение денег, взаимопонимание. Но посмотрите, над кубков изображена дельта лучезарная, глаз. И для вас очень важно объективно видеть обстановку, анализировать, где-то сравнивая с прошлым каким-то опытом, с нынешней ситуацией очень рационально и видеть на пару шагов вперед. Правда, себя не подставить под риск, свое личное счастье, свои собственные проекты, свое благополучие, да вообще все от начала до конца, даже если кто-то думает иначе. Посмотрите, какой прогресс. Что скрыто? А вот правда, есть какой-то персонаж, который вам начинает какую-то ерунду говорить, и у вас что скрыто? Восьмерка мечей. Тут ничего никто не скрывает. А нас как будто кто-то опускает на глубину воспоминаний, ненужных эмоций, глубокой философии. Мы можем начать сами себя путать или искать черную кошку в темной комнате. И нам карта говорит, не мешай себе. Вот эту кошку не ищи, ее там нет. Будьте реалистами в своих энергиях. Мои дорогие девы, у вас как раз позиция сильная. Карта императрицы. Что может быть лучше? Это как и смена статуса, это новые возможности. И даже если вокруг какая-то турбулентность, неразбериха, какая-то путаница, вы, мои дорогие девы, видите, все великолепно, правильно можете оценить. Поэтому на кону ваш статус, на кону какие-то ваши новые начинания, так и теперешнее положение, финансовый достаток. В целом благополучие. Есть возможность осуществить свои собственные проекты, продвинуть личное творчество. Это карта нового «я». Императрица всегда плодовита. И у кого-то, мои дорогие девочки, это как известие «я жду ребенка». Или вы уже об этом знали, но как-то будете организовывать свою жизнь. Для всех абсолютно, и мужчин, и девочек, это еще символ собственного «я» в каком-то новом формате. Эта плодовитость выражается в новых идеях тоже по императрице, но и в целом, и по финансам, и по возможностям. Очень благоприятный период. И даже если вокруг тысяча неопределенностей, вот не сомневайтесь в себе. Видимо, правда, вот что важно знать. Есть либо новости, либо события, либо конкретный человек, которые могут для вас добавить вот этих вот ненужных эмоций или каких-то сомнений. Поэтому тут наоборот все со знаком плюс. И какие бы ни стояли перед вами согласования, у вас все получится осуществить. Вверху карта Солнца. Финансы. Личная жизнь, ну, просто на подъеме. И для тех, кто один или одна. Прекрасное время для того, чтобы подумать, каким образом познакомиться. Правда, все же от наших приложенных усилий всегда зависит, найдем мы партнера или нет. Личная жизнь – это не ожидание чуда, а это наша внутренняя концепция, перестройка где-то изнутри нас самих, когда мы готовы к новым отношениям, к новому человеку, где-то свои планы тоже корректировать. Ведь когда двое – это не каждый в отдельности, иначе не получится какой-то тандем, а именно на взаимодействие наши энергии более направлены. И для вас, мои дорогие девы, ваша сила многократно увеличится, если в вашей личной жизни будет порядок. Два старших аркана, конечно, и о деньгах говорят, и о радости, и о счастье. Посмотрите, какая-то удивительная неделя. Вы можете познакомиться, кстати, даже с человеком,
решая какой-то вопрос. Кстати, мои дорогие девы, кто-то может отправиться, согласовывать документ к чиновнику, с этим чиновником поругаться, а в последующем вы найдете общий язык, восстановится дружба, и это начальная фаза дружбы, потом как-то продолжится с историей в личную жизнь, с переходом в смену вашего статуса. У кого-то такая жизненная метаморфоза тоже или подобное может произойти. Мне нечего добавить. Конечно, как и дела, как и бизнес, как и заработки, у вас сейчас полный прогресс. Как вы видите, вот тут самое главное не поддаться на какие-то чужие мысли, на чужие мнения, а действовать так, как вам, мои дорогие девы, хочется, куда вас зовет душа, ваше сердце, как вы видите. Личная жизнь, правда, завершается. Удивительный расклад. Карта трансформации. Не бояться оставить прошлое в прошлом. И идти вперед в новое будущее, в новые возможности. У кого-то это вся конфигурация будет означать переезд куда-то далеко. И вас на где-то на расстоянии ждут новые возможности, новые отношения, новые качества жизни. Но даже у кого нет в плане переезда все равно новое качество жизни для вас, ну, это как по судьбе. Конечно, от ваших приложенных усилий, какого-то расчета, но и готовности себя как-то по-новому организовать будет и зависеть ваш прогресс по всем сферам жизни. Но это новые перспективы, это новый вкус свободы, это творчество, это новые, ну, как горизонты и возможности. Вас уже ждут по судьбе, мои дорогие девы. Удивительный расклад, ваше солнце, оно сияет. И не упустите на этой неделе. Тут, правда, какая-то возможность для кого-то познакомиться, для кого-то провести важные беседы, для кого-то изменить свой статус через работу, через бизнес, или что-то важное по деньгам, ну, или все вместе взятое. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.